Как вам перспектива пахнуть выделениями животных? В эпохе Средневековья и раннего Нового времени на это удовольствие тратились целое состояние. Грубый, анималистичный и резкий запах был запахом роскоши. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель, и в этом видео мы обсудим, как буквально отвратительные материалы стали символами богатства и статуса. Чтобы понять, почему знатная дама мечтала пахнуть животными испражнениями, придется представить ужасный городской смрад Средневековья. До создания полноценных подземных канализаций в XIX веке воздух таких городов, как Лондон или Париж, был серьезным испытанием для обоняния. На улицы выливали содержимое ночных горшков и выбрасывали мусор. Мясники сваливали требуху, а кожевники дубили кожу в чанах с мочой и навозом. А личная гигиена? В зависимости от сословия мыться получалось раз в неделю или даже раз в месяц. Ведущей медицинской идеей Средневековья и начала нового времени была теория миазмов, согласно которой болезни, например чума, распространяются миазмами, дурно пахнущим воздухом. Поэтому со зловонием боролись еще более сильным запахом. По этой логике мощные духи были лучшей защитой, а самые подходящие ингредиенты для этой ароматной брони добывались в экзотических местах. Так в Гималаях охотились на самцов кабарги ради железы, вырабатывающей мускус. Однако, если современные синтетические вещества, называемые мускусами, обладают запахом свежевыстиранного белья, то мускус кабарги был грубым, фекальным, невероятно животным и стоил дороже золота из-за резкости мускусного оленя и из-за опасностей торговых путей между Азией и Европой. Сушеная мускусная железа пахнет отвратительно, но после выдержки в спирте резкие ноты смягчаются, превращаясь в теплый, сладкий, приятный аромат. Более того, на его фоне цветочные или цитрусовые аккорды приобретают особенную легкость и свежесть. Если мускус был королем ароматов, то амбра или серый янтарь была его тайным советником. На протяжении веков оставалась загадкой происхождения этого морского сокровища. Теории о появлении плавающего золота были фантастичнее одна другой. Затвердевшая морская пена, гриб со дна океана, экскременты гигантской птицы. Однако реальность оказалась удивительнее самых смелых предположений. Серая амбра образуется в пищеварительной системе кашалота. Кашалоты питаются гигантскими кальмарами, твердые, острые клювы которых они не в состоянии переварить. В качестве защитного механизма кишечник кита вырабатывает воскообразное жировое вещество, которое покрывает клюв, формируя гладкий комок. Даже если кальмара съели, остается два выхода. В обоих случаях, оказавшись в океане, свежая амбра, черная липкая зловонная масса преображается. Плавая в море годами, а то и десятилетиями, она под влиянием солнца и соленой воды затвердевает, выцветает и меняет аромат на нежный, сладковатый, землистый и морской. Поскольку амбру находили уже выброшенной на берег, ее добыча была непредсказуемой, а цена заоблачной. Даже по сей день она остается одним из самых ценных веществ на планете. Третье животное, ценившееся как источник парфюмерного материала, выглядит как нечто среднее между кошкой и опоссумом – циветта. Она выделяет из своих околопроходных желез сильнодействующий пастообразный секрет. И когда я говорю сильнодействующий, я имею в виду шокирующий, невыносимо фекальный и гнилостный запах, вызывающий тошноту. Как и в случае с кабаргой, мацерация и сильное разбавление пасты в этиловом спирте формирует теплый, чувственный, слегка цветочный запах. Я не знаю перевода термина фанк на русский язык, но такая телесность в аромате делала цветочные аккорды более насыщенными. К сожалению, процесс добычи пасты был жестоким. Животных держали в крошечных клетках в состоянии постоянного стресса, чтобы заставить их производить больше пасты, которую затем насильно соскабливали с их желез, что делало продукцию еще более дорогой и эксклюзивной. Мускус кабарги, амбра кашалота и паста циветы – троица мощных экзотических материалов, демонстрирующих статус носителя. Однако, есть еще одно вещество, столь же мощное и ценное в парфюмерии, пусть и более доступное – касториум бобра. Касториум – это маслянистый секрет, который бобры выделяют для обозначения своей территории и защиты шерсти от влаги. В отличие от вышеперечисленных компонентов, этот секрет обычно являлся побочным продуктом охоты на бобров. Касторовые мешочки сушили в течение нескольких лет, что смягчало секрет. А чем же он пах? Мощным дымным анималистическим запахом, напоминающим тонкую дубленую кожу. В эпоху, когда кожаные изделия, сапоги, седла, мебель были статусными предметами, умение передать этот запах ценилось высоко. Касториум был ключом к созданию культовых кожаных ароматов, придавая или дымную глубину, которую невозможно было получить с помощью растений. Кроме того, в небольших количествах он также добавляет фруктовые и ягодные ноты, например, малины или сливы.
Любопытно, что его даже использовали в качестве пищевой добавки. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США до сих пор формально считает его натуральным ароматизатором, который указывается в составе продуктов как натуральный ароматизатор. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Итак, у богачей был целый арсенал причудливых и дорогих ароматов, но как они ими пользовались? Ключевым аксессуаром любого состоятельного человека был помандр. Это были маленькие, богато украшенные шарики, обычно из золота или серебра, которые носили на цепочке. Внутри находился комок духов, изготовленных из амбры, мускуса и пасты. На улице помандр подносили к носу и дышали через него, фильтруя и перебивая зловоние. Другим важным аксессуаром были ароматизированные перчатки. В 15-17 веках процесс дубления кожи оставлял на перчатках ужасный запах. Решение – обильно окунуть их в духи. Эта тенденция получила широкое распространение при французском дворе, и вскоре гантьерс, парфюмерс или парфюмеры перчаток стали популярны. Город Грасс во Франции, уже являвшийся центром дубления кожи, стал мировой столицей парфюмерии. Протянуть руку в перчатке, пропитанную духами, было жестом, показывавшим утонченность, богатство и чистоту. Постоянный рост спроса на парфюмерию и заоблачная стоимость компонентов усиливали влияние торговых гильдий и приводили к появлению новых торговых путей. Этим изменениям посвящено следующее видео.